Видео давно не было, потому что я впала в ту фазу, когда играешь в Sims 2 недели не отрываясь, а потом ты полгода от нее отдыхаешь. Полгода еще не прошло, но я уже принесла вам историю, которую я устроила в городке Цветущие холмы. Он появился вместе с аддоном «Времена года», и я не уверена, что люди помнят его историю. Я, например, вообще не помнила о его существовании, пока не запустила игру. Начну, пожалуй, с семьи Сент-Эклер. В их семейном альбоме можно наблюдать, как семья только переехала, обустроилась, как Жюли булит Сандру и насколько Стелле здесь скучно, как и сказано в описании. Поэтому я развела ее с мужем с помощью корявого мода и переселила в другое место. Это Торти. Сейчас он постарел и живет с сыном, поскольку дочь уехала к своему бойфренду, как только предоставилась такая возможность. Он вообще-то не особо хотел, чтобы она уезжала, да и на работу он ее не гнал, но когда она твердо и уверенно сказала свои намерения, держать он ее не стал. Цель его жизни – знания, и работает он где-то в приключениях. Лавр, Лаврик, Лаврушка. Младший сын Торти и Стеллы. Сейчас он подросток. По затее он хотел стать как отец, поэтому было бы логично выбрать ему отцовскую жизненную цель, но я этого не знала, поэтому поставила популярность. Или же сама игра сгенерировала ему такую цель жизни. Честно, я уже не помню. Засранец уже успел удачно сбежать из дома, и у него есть несколько хороших друзей. Мечтает работать в армии. Фан-факт. Почему-то все они у меня выглядят, будто заснули с подводкой для глаз. Еще один фан-факт. Это не единственная семья, где жена сбежала. Добро пожаловать в семью Макинтош. И я совершенно ей ничего не делала. Состояла она раньше из Гейба, Александрины и их дочери Жюли. По галерее можно увидеть, как эта семья распадается, потому что у матери свои планы на жизнь, как Жюли ходит в школу и как они общаются с семьей Гринписов. Кстати, в комнате у Жюли есть картина с девушкой, которая очень похожа на ее мать. Гейб работает в сфере образования, а Жюли, которая ныне взрослая, мечтает получить должность мэра. Ну, удачи ей с этим. Ну ладно, сбежала Александрина и сбежала, но вопрос, куда? А изначально она сбежала в хранилище семей. Но я ведь не изверг и дала ей дом на окраине города. Симс мне сказал, что она хотела быть грозой морей, но жизненная цель у нее совершенно другая. Но карьеру я ей менять не стала. О, и да, тут же с ней под одной крышей живет Стелла Сент-Эклер. Она настолько не знала, чего она хочет от жизни, что пыталась быть вампиром, стала человеком сразу же через день, потому что я узнала, что вампиром в Sims 2 играть лично мне как-то неудобно. Развелась, завела любовника, муж что увидел и из дурацкого мода начал ревновать, отправилась с Александриной в путешествие, там начала скучать по мужу, и вот она снова в его слюнях. Но в его дом она, скорее всего, больше не вернется. Дети уже выросли, кто куда разъехался, а здесь у нее есть верная подруга, с которой она может отправиться в любое путешествие. У нее дурацкое стремление, которое выполнять я не собираюсь, но зато она на вершине своей карьерной лестницы. А еще есть у меня две необычные семьи. Отец-одиночка и отец с женой Плантсимкой и детьми. Семья Гринписов. По альбому семьи можно увидеть, как Джейсон Гринписов, на тот момент получается Макинтош, если я ничего не путаю, и его брат Гейб отправляются в неизведанную часть планеты, где натыкаются на растаманов. Там Роза кладет глаз на сексуального белого мужчину в очках и устраивает межрасовый брак. А затем у них вылупляется Белладонна, которая Джейсону является падчерицей. Потом Роза рожает человеческих детенышей, причем 2 за раз, потом рожает еще одного. Белладонна не выдерживает и уезжает. Кстати, живет она по соседству. У Джейсона было закреплено желание стать растаманом в начале игры, но мне не удалось этого сделать, ибо, сколько я не опыляю эти растения, они не давали эффекта. Роза перезнакомилась практически со всеми в городе, и практически все хотят излечить ее от растамании. Возникает вопрос, это болезнь? И пока вы отвечаете на этот вопрос, перейдем к другой семье – Макавити или Маковити. Вики говорят, что нарцисс Макавити или Маковити – Дон Лотария. Но для меня это не так, потому что ему было наплевать на чувства аж 3 женщин. Сейчас он постарел, отрастил волосы и перестал носить килт. У него есть своя ферма, на которой я ничего не посадила, из-за которой он и переехал из родительского дома, и ничего ему больше не надо. Ну, ладно, вру. Теперь у него есть дочь, работа, также была любовница, но она скончалась. Честно, я очень долго пыталась его пылить семенами НЛО. Он развил максимальный уровень логики, замерзал пару раз на улице, но его так никто и не забрал. Поэтому я психанула и замечательным кодом разработчика сделала его беременным. Но воспитание ребенка оказалось не таким простым, особенно когда ты один в семье, работаешь и преклонного возраста.
Слава богу, можно было нанять няньку, но после нее всегда остается вечный срач. Плюс как-то раз я наняла няньку, она уехала, и приехал приемный ребенок, и в итоге его забрали через час, и мы так не успели познакомиться, но в семейном древе он как бы все еще как сын. Вот. О его дочери мне пока что нечего сказать. Хорошая девочка, жизнерадостная. Нарцисс в детстве обучил ее всему, чему мог. И вот осталось последние две семьи. Коммуна Алеандр. По сути, это дом Клео, в описании почему-то Лилия, Сикибу или Сикибу, подаренный ее тетей Катариной Вальеха. С Клео живет ее подруга Гортензия. По задумке Симса, Клео нравится Нарцисс, а Гортензия встречается с Гейбом Макинтошем. В альбоме видно, как она знакомится с ним и ходит на свидание. А потом, я поженила Клео с Гортензией. Ну а что? Они хорошие подруги, замечательно ужились вместе, у них теперь есть ребенок, и Гортензия никогда не уедет с этого дома. Ой, вы, наверное, подумали, что у них счастливая семья? Да сейчас. Как говорят режиссеры и продюсеры, лесбиянки, я сделаю их несчастными. По моей задумке, у Клео есть чувства к своей подруге. Они счастливо поженились, завели дочку, благодаря замечательному моду Буллпруф, Тестинг, Чинс, Enable, True и Могилки, так что это их общая дочь. Она отлично игнорирует желание быть преступницей и имеет карьеру исполнительницы. Ее жена прекрасно готовит. Что еще нужно пожелать? Но Гортензия. Гортензия. Знаете, у нее вообще-то остался фетиш на бороды. Пусть ее ориентация и изменилась из отношений с Клео, да, в Симсе есть вписанные ориентации, и они могут поменяться, изначально ей нравились и парни, и девушки, но она все еще холодна. Фух, а теперь они, те, чью семью я так долго избегала, потому что я не понимала, что тут творится. Вальеха. Вики подсказала мне, что здесь дела обстояли так. Были три подруги, Катарина Вальеха, Бетти Гаушштайн и Линда Мартин. У Линды есть сын, Эндрю. Он женился на Елене, и у них родился сын, Джейкоб. Какой-то из зим Елена умерла, когда Джейкоб стал ребенком. Далее умерла мать Эндрю и подруга Бетти и Катарины, Линда. Бетти Гольдштейн, к сожалению, умерла, так и не успев сделать закрепленное желание выйти замуж за богатого. Она встречалась с Нарциссом. Катарина детей завести не успела, так как ее муж умер вскоре после свадьбы. У нее в приоритетах были отношения, поэтому я завела ей 2-3 любовника. Она скончалась вскоре после Бетти. Из-за того, что у них были достаточно высокие навыки, либо из-за бага, они быстро поднялись по карьерной лестнице, но зарплата у них осталась низкая и цель жизни не исполнилась. Эндрю Мартин любит игры и работал в индустрии игр, но по стремлению он хочет быть преступником, поэтому я устроила его на эту работу, что иронично, ведь его сын хочет стать супергероем, то есть работать в охране порядка. Джейкоб Мартин уже устроился на работу, в ус не дует. С ним живет его девушка, Сандра Санта-Клер. Она работает на той же профессии, что и ее парень. Пока что мне нечего про них сказать, но если у них будет ребенок, то я на него или на нее уже построила планы. Фух. Что ж, на это все. Как вы могли заметить, много я еще не проработала, но я хотела заснять то, что сейчас есть, пока персонажи не поумирали и не состарились окончательно. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, поставьте мне нравится, не забудьте подписаться на канал, а также напишите, кто был вашей любимой семейкой в этом городке, и помните ли вы вообще его, или забыли, как я. До новых встреч!